В небольшом городе, где каждый вечер казался одинаковым, группа богатых праздных людей решила устроить себе странное развлечение. Они остановились в дорогом ресторане, где работала официантка по имени Эмма. Ее имя звучало англоязычно, но было написано русскими буквами. Она была тиха, вежлива и привыкла терпеть глупые выходки посетителей. Но в тот вечер все вышло за пределы допустимого. Разгоряченные алкоголем и собственной вседозволенностью, эти люди вдруг решили, что будет весело открыть для себя новый уровень унижения. Они заставили Эмму наклониться, схватили машинку, что хранилась у барбера в соседнем зале, и смехом, полным жестокости, сбривали ее длинные волосы, превращая когда-то красивую прическу в неровную, почти голую голову. Она стояла, парализованная страхом и унижением, пытаясь не расплакаться, пока они фотографировали ее, хохоча над ее видом. Но их веселье закончилось в тот момент, когда двери ресторана распахнулись, впуская высокого мужчину в дорогом темном костюме. Это был ее муж, Джек. Человек, чье имя шепотом произносили те, кто знал истинную силу местной мафии. Его лицо оставалось неподвижным, но в глазах медленно расползался холодный, безжалостный огонь, когда он увидел свою жену, стоящую посреди зала, дрожащую и униженную. Тишина упала на помещение, словно каменная плита. Смех внезапно растворился, оставив после себя лишь стук чьего-то сердца, слишком громкий для такой тишины. Джек подошел к Эмме, мягко коснулся ее плеча, будто убеждаясь, что она в порядке, а затем поднял взгляд на тех, кто смеяться уже не смел. Последующее стало уроком, который в городе потом вспоминали долго, хотя никто не решался рассказывать детали. Люди, издевавшиеся над Эммой, исчезли из общественной жизни ровно так же внезапно, как исчезает в воде брошенный камень, мгновенно и бесследно. Одни говорили, что Джек передал их тем, кто умеет работать с такими. Другие, что он сам проследил за тем, чтобы каждый получил ровно то, чего заслужил. Никто не знал правды, и лучше было не спрашивать. А Эмма вернулась домой в ту ночь под защитой человека, которого любила и которого боялись все остальные. Когда волосы со временем отросли, никто больше не решался даже поднять на нее голос. Ведь рядом с ней стояла тень Джека, а с ней не хотел сталкиваться ни один здравомыслящий человек.